Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Посмотрите, какую красавицу я купила. Вчера я с дочкой ездила в Леруа Мерлен и отхватила себе такую красотку за 888 рублей. Какая она шикарная! Какая у нее яркая губа, нежный розовый цвет. Я прям налюбоваться не могу. И у нее очень высокий цветонос. Фирма Bohemian Orchids. Шикарная листовая масса. Хорошие корни. К сожалению, название этой орхидейки я не знаю. Если вы знаете, пожалуйста, напишите. Я вам буду очень благодарна. Красавица какая. Такая яркая и в то же время нежная. На солнышке вообще красота. У меня еще такое ответвление с бутонами. Надеюсь, они раскроются. Ну, сейчас по классике я протру листья зеленым мылом. Отрежу сухие корешочки. Кстати, я приобрела ножницы специальные. Сейчас вам все покажу. Вот такие ножницы я купила с изогнутыми лезвиями. Сейчас я их протру спиртом и начну отрезать сухие кончики у корней. Если вдруг у вас нет зеленого мыла, вы можете взять салициловый спирт и разбавить его 1 к 3. Вот. И протереть листья, тоже от вредителей. Долила водички, начинаем обработочку. Протираем листья со всех сторон. Я тщательно протерла листья. И тут есть такой поврежденный листик. Это ничего страшного. Видно, при транспортировке поломался. А еще есть маленький листик, который я сейчас удалю. Я его разрежу на 2 части и аккуратненько оторву, чтобы он не мешался тут, а то он глубоко в грунте. И еще я нашла старый цветонос. Сейчас как раз я опробую ножницы и постараюсь удалить. Ой, прекрасно режут. На срезе сухо, значит, перекись не нужна. Так, обрезаем сухие кончики у корешочков. Так, все сделали. Цветонос, кстати, тоже необходимо протереть спиртом. Протирала я цветонос, и смотрите, что заметила. Почечка проснулась, и будет ответвление цветоноса. Значит, она будет цвести. Это здорово. Мало того, что у нее столько цветов, бутонов, так она еще собралась. Посмотрите, какая орхидейка с обратной стороны. Красивая тоже. Цветочки какие. Красота.
Я протерла цветонос, листья, удалила сухие кончики у корешочков. Теперь необходимо полить орхидейку отстойной водой, тепленькой. Я поставила орхидейку в поддончик и сейчас начну поливать. И, кстати, как я определила, что орхидею необходимо полить? Потому что у нее корни стали светлыми, серебристыми. Значит, пришло время полива. А если бы корни были зелеными, значит, еще не надо было бы поливать орхидейку. Но в нашем случае нужно. У меня есть такая штучка. И ей я буду проливать орхидейку по краю горшка. Она с таким острым носиком. Очень удобно поливать, даже если орхидейка стоит далеко, на стеллаже, например. Я струей направляю воду, куда мне нужно. Вот, например, издалека. Видите, как удобно. Нажимаю на бутылочку, и водичка льется. Проливаем орхидейку по краю горшка. Переворачиваем со всех сторон. Орхидейка хочет пить, но сильно я поливать не буду, потому что у нее корни слишком просохли. Это могут испортиться. Лучше потом еще подлить, например, завтра немножко. Корни у орхидеи начали зеленеть, значит, они впитывают воду. Кстати, размер цветка 11 сантиметров. Достаточно крупный. Цвет вообще красота. В последнее время мне очень нравятся оранжевые орхидеи, желтые и фиолетовые. Пересаживать я орхидею в ближайшее время не собираюсь, потому что это будет для нее стрессом. Я не трогаю новые орхидеи, не пересаживаю их. Если, допустим, у орхидеи полный горшок корней, то можно примерно через месяц, когда она адаптируется в моих условиях, тогда ее можно будет пересадить. И то я пересаживаю перевалкой. В одном из видео я покажу вам, как я делаю пересадку. Все увидите. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, не забудьте, если вы знаете название, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну все, до скорой встречи, буду закругляться. Пока-пока.